Приветствую на нашем канале для всех гаражных самоучек в сварке. Сегодня покажу необычный, но эффективный способ, как новичку сразу научиться различать при сварке металл от шлака. Первым делом, что нам нужно предпринять, берем простой электрод и вот таким образом оббиваем обмазку. Сначала миллиметров 50, потом оставляем с обмазкой участок миллиметров 50, оббиваем, оставляем, вот так вот делаем. У меня сначала тут побольше обито, это когда будем снимать сам процесс, чтобы время было фокус настроить. Вот сделали такую вот заготовку учебную из электрода. Что делаем дальше? Нам понадобится какой-нибудь кусок толстого металла. Ну хотя бы миллиметра 4, чтобы не отвлекаться на прожоги. Есть у нас кусок толстого металла, почистим его. Вставляем электрод в держак. И наблюдаем за процессом, ну как бы вот с такого вот угла, чтобы сбоку нам было все видно. Не сверху, а вот именно сбоку. Вот типа это электрод у меня будет. Зажигаем. Так как у нас кончик электрода без обмазки, голый, он может сразу залипнуть. То есть зажигаем чирканьем сразу. Чиркаем и делаем дугу подлиннее. Пусть миллиметров там 10 от заготовки все это будет. И наблюдаем процесс. Будет треск, дым без обмазки. Смотрим вот не под сам торец, а где-то миллиметров 10 от торца. Вот это расстояние. Там будет формироваться шов сварочный. Он вот такими вот чешуйками будет. Пластиночками. Увидите, как липнет чешуйка к чешуйке. Формируется шов. Как только голый участок электрода сгорит, вот так вот, пойдет участок с обмазкой. Участок с обмазкой. Как только участок с обмазкой вступает в дело, и вы сразу увидите, как подается в сварочную ванную шлак. Шлак будет в виде, можно сказать, такой вот волны. Вот контур этой волны будет очень хорошо виден. Она будет постоянно в движении. Вот эта волна. То же самое смотрим от торца электрода миллиметров на 10, чтобы засечь появление этой волны и смотреть, как она вообще происходит, движение ее. То есть при данном способе мы как бы сравниваем. Все познается в сравнении. Голый электрод горит без обмазки. Загорелся участок с обмазкой. Очень будет понятно и видно, как вот эта волна, это шлак, придет в сварочную ванную. Контур этой волны хорошо будет различим относительно вот этого участка, когда без обмазки горел электрод. И таким образом взгляд цепляете вот на этой волне, затем сгорает участок с обмазкой. То же самое. Потом шов формируется, вот такие чешуйки друг к другу липнут. И вот таким вот методом сравнения можно с одного-двух электродов новичку, кто только вот начал варить, но он слышал, ему говорили, научись отличать шлак от металла.
он явно сам увидит вот это вот различие, когда в ванну приходит шлак. Заметит вот эту волну. Человек поймет, что шлак присутствует в виде вот этой вот волны, которая движется над поверхностью, на поверхности сварочной ванны раскаленной, и в принципе научится различать. Ну а зачем это делать, покажу и объясню в следующих роликах. Ну, зачем вообще понимать вот это различие шлака и металла при сварке. Так, сейчас подготовлю толстый металл и через фильтр посмотрите сам процесс вот этой разницы и появления волны со шлаком. Вот еще что не сказал. Когда будем делать вот этот вот эксперимент, чтобы научиться видеть, мы будем просто вести электрод. Никаких колебательных движений делать не нужно. Просто ведем. Так будет спокойнее, понятнее и нагляднее. Проходим участок без обманки. Сейчас пойдет с обманкой. Все сразу видно, как волна шлака в ванну пришла. Варим с обмазкой. Пошел участок волны. Обмазка, волна шлака. И вот таким образом чередуйте, и все будет хорошо видно. Надеюсь, было понятно, видно. Только со второго раза получилось более-менее с фокусом разобраться. Ну, получилось неплохо. Надеюсь, многим будет полезно, поучительно. Кому тема интересна, сварка для гаражных самоучек, подписывайтесь на канал. Видео добавляем регулярно. До новых встреч!